Добрый день, с вами Аграфена, мой канал Магия Колдовства. Подробно обо мне можно узнать на моем сайте. Также все ссылки на мои соцсети, YouTube, Telegram-канал, Instagram, Telegram-канал под этим видео. Сегодня у меня гадание традиционное на зиму. Ваши события этой зимой, то есть сюда включаются все сферы. Выбираем два варианта. Кто-то выбирает по номеру, кто-то по рубашке колоды, кому-то нравятся картинки. Кто-то по знакам возле колоды. Ну вот. То есть куда. Кто-то можно брать что-то, что вы почувствовали, да. Из первого варианта кто-то можно прослушать два варианта, да. То есть вот так вот. Это уже как вам интуиция подскажет. Итак, первый вариант. Все события по всем сферам. И любовь, и деньги, и здоровье, и всякие там другие вещи. Ваше развитие духовное. Итак, первая карта, с чем вы выходите, как вы чувствуете этот период. Выбираете. Кто выбрал первый, у вас немножко такое разочарование, что все затягивается. Старые проблемы, вот они не сильно вас беспокоят, не ранят, однако они, в них не происходит какого-то радикального изменения. Вот эта вся история какая-то тянется. Кто-то вам мешает, какие-то обиды, и они еще в вас живут. Это что-то из прошлого. Сейчас посмотрим, к чему это относится. То есть не так, как бы вы хотели, но эта история не случилась не вчера. Это очень старая грусть какая-то. Давайте посмотрим, что ваше материальное, да, как это вы... Ух ты, круто! Ну что, в вашем материальном, сразу говорю, произойдет, и вы это, возможно, предчувствуете, крупная денежная сумма. Просто крупная. Крупная покупка. Может, это, конечно, вы собирали. Но туз пентаклей прямой говорит о том, что это деньги быстрые, что это денег много. И то, что это будет чрезвычайно удачно. Особенно, если вы собирались что-то покупать или продавать. То есть, это будет чрезвычайно выгодно. Если не собирались продавать или покупать, это просто деньги. Ну, откуда? Сейчас посмотрим, какие события вообще, это какие события. Давайте что-то про доходы. Звезда. Ну, вы звезда. У вас доходы просто уже какие-то поднебесные. И по звезде это то, о чем вы мечтали. Вот оно пришло в вашу жизнь. Вот придет эта зима. Оно пришло в вашу жизнь. Это также астрологи, это также звезды в прямом смысле. Может, вы какая-то модель. Может, вы долго добивались какой-то славы. Вы художник, скульптор, там, телезвезда. Вот ваша звезда наступила. Вот ваши доходы. От вашей звездности, от звезд. Вот очень высокие доходы. Звезды это уже какой-то космос. Ну, давайте, то есть тут супер денежная история. Что ваши расходы? Расходы на наслаждение. Вы сможете помочь родственникам, хорошо погулять, расходы на здоровье текущие, то есть поддерживать каких-то своих родственников. Супер карта, хотя же какая-то грусть, печаль. Смотрим, что в вашей общественной жизни, ваше общение с людьми, ваша позиция. Ух ты, просто поперло кому-то. Вас окружают чрезвычайно позитивные люди, родственники, они все вас поддерживают, у вас жизнь такая вот, все схвачено, за все уплачено. Да, с вами. Также это для одиноких, мужчина кубок, причем он такой хороший, добрый, щедрый. Это король, это уже зрелый человек. Там, да? Сейчас посмотрим, в чем с личной жизнью. Что будет, скажем так, происходить в ваших какой-то государственные, ну, каких-то серьезных дел не намечается, либо ваши дела будут решаться легко и быстро. То есть вот просто как без напряга. Также возможно посланники, которые будут вам помогать решать эти дела, что-то оформлять. Ну, давайте так, карта совет по общественным. Девятка мечей. Ну, тут все равно карта говорит, что не стоит расслабляться, потому что у вас есть помощники, то есть есть некие опасности, как обычно этот общественный мир какой-то, да, что происходит все равно вокруг какие-то конфликты, вы к ним не причастны, ну, на вашей стороне есть помощники, у вас, видите, кубки,
вы окружили себя такими людьми позитивными. Ну, давайте здоровье, ваше физическое состояние. Вау, просто супер. Вы еще зарабатываете на своем внешнем виде. Десятка пентаклей также говорит о том, что вы вложились, ну, у вас очень хорошее здоровье, вы в него вложились. Также тот, кто вкладывался там в какие-то внешность, может быть, в какие-то любое лечение, неважно какое, дорогой или нет, то есть вы получите этот результат, который прогнозировали. Это выздоровление, это вы можете смело прибегать к традиционным методам, ну, то есть за деньги, да, какие-то, и абсолютно решите ваши вопросы, даже если вы очень больны. Хотя некоторым это может стоить денег. Ну, тут просто супер расклад. Ну, давайте личную жизнь посмотрим. Даже что будет происходить? Ну, давайте так, ваше духовное развитие. Ух ты, белая. Вы что-то прям познали такое, какую-то фишку, которая просто меняет вашу жизнь. Вы переходите в какое-то другое измерение. Вообще карта просто необыкновенная. Началось немножко грустно. Ну, наверное, грустно переходить из, как говорится, какого-то одного состояния в другое. Это всегда, ну, перемены чуть-чуть болезненные, чуть-чуть. В данном случае. Ну, давайте так. Что вас ждет в личной жизни? Фу-фу-фу. Потому что пока общественное здоровье, это просто супер. Давайте так. Вообще, что можно сказать? Ой, да тут еще и брак. Слушайте. Счастливый брак. Тут солнце. Туз пентаклей в этом раскладе, белая карта. Это один из самых счастливых раскладов за всю историю, которую я вообще раскладываю. Ну, то есть самое сильное, колесо фортуны не хватает. Но белая карта солнца это самый сильный, туз пентаклей. Колесо фортуны, она слабее еще. Самое сильное солнце. Так, ну давайте, что будут бывшие, ну, бывшие будут, могут проскакать бывшие всадник кубков. Ну, либо вас они не цепляют, либо они для вас не составляют никакого интереса. Это какие-то мелкие, в общем-то. Если кто-то ждет бывшее, вряд ли это. Ну, и какие-то новые, кто это новый, что новый. С кем брак? Тут для существующего брака расцвет. Возможно, всадник это вам будут предлагать, если вы в браке еще какие-то лямуры, да, все вас хотят. А это вестник мечей. Новые. Ну, новых вы воспринимаете так. Молодые какие-то. Вы их с критикой воспринимаете, с мечом встречаете. Нет. С кем у вас брак, видите, по белой карте и солнцу карта как бы не говорит, это такой сюрприз для вас будет. Поэтому давайте не мучать карту, да, то солнце. Сомневаюсь, что бывшие, да. Ну, давайте так. Итог, чем все-таки вы будете довольны, что давайте вот так, самое какое-то тут вверху, все, это вообще не расклад, а просто какая-то брак, повышение статуса, переход вообще на другой социальный уровень, какой-то исключительный расклад просто. Верховный жрец, ваш мужчина верховный жрец, это очень непростой человек. Ну вот так, если вы одиноки. Если вы уже в браке, солнце, верховный жрец говорит о том, что ваша семейная жизнь качественно поменяется. То есть вы оба развивались, вышли на новый уровень. Верховным жрецом можно тут все закончить. Вот так вот. Так что кому этот расклад исключительно какой-то фартовый просто. Ну, смотрим второй. Кто выбрал второй? Да, всем пожелать первого хотелось бы. С чем вы входите? А вы входите, в общем-то, вы всем довольны по своей жизни и в первую очередь внутренним состоянием. У вас есть люди, которым вы доверяете, у вас с ними покой на душе. Ну, такое вот дружелюбие. В общем-то, все у вас, как говорится, хорошо. Моральное состояние особенно. Друзья, родственники. Что в вашем будет происходить материальном? Нерешенные вопросы, возврат каких-то старых дел. То есть все по-прежнему. Вы делаете то, что вы делали. Вас могут позвать какие-то на старую работу, там, где вы уже все знаете. Кстати, суд неплохая карта. То есть есть карты возврата,
Эта карта радостная в том смысле, что вам было это интересно, вы бы это те клиенты, которые уже были, то дело, которым вы занимаетесь, оно вам будет приносить приятное. И, видите, что какие события, доходы. Из того, что вы уже знаете хорошо. Шестерка кубков перевернута, говорит о том, что... Ну, это, кстати, указывает на семейные какие-то вот люди, которые работают с семьей, с эмоциями, психологи, поддержка. А с антиквариатом, кстати, это ценности, старые какие-то ценности, какие-то реставраторы, вот. Такая вот тоже, кстати. И вам это нравится. Вы находитесь в таком очень таком энергетическом потоке. Ну, давайте, и что по поводу ваших расходов. Вы будете ездить. У вас будет очень интересная карта в том смысле, что это деньги в кайф, это поездки, да. Хотя вам иногда хотелось бы больше идти там по суммам. Ну, это деньги в кайф. Вот так вот. Покупки могут быть за границей или в других городах. То есть там, где вы не будете жить, вы купили, приехали назад. Вот так вот. Может даже возле моря где-то, вот так. По вашему окружению. У вас благополучное окружение. Также вы можете встретить любовь, одинокие, кто одинокий, кто не в браке. Любовь там, где вы тусуете, там, где вы посещаете какие-то красивые места. Вот тут все про кубки, тут все про материальный комфорт. Вот вся вот эта карта. Эта карта. Вы наслаждаетесь общением, у вас люди, с которыми вы можете расслабиться. Вот друзья, знакомые, любовник, с которого вы можете найти где-то на месте отдыха. Вот это идет. И что итогом? Ну, у вас для мужчин бизнес-леди, для женщин любовник. То есть да, даже социум обычно он такой. Вас зимой хранит, как говорится, силы хранят, и вы попадаете везде в окружение людей, с которыми вам исключительно комфортно во всех смыслах. Каких-то крупные решения, если у вас там намечены, там какое-то оформление, вот, может по императрице вам немножко придется попродавливать, но по сути карта благоприятная через людей. Ваше состояние здоровья, выход из кризиса. То есть если вы болели, обращались в больницу или находились в больнице или в ограниченном каком-то передвижении, да, что-то нога хромала, вы выйдете из этого. Выход. Что... Причем для этого не понадобится, буквально это случится в ближайшие сроки, там дни по иммунитету. Что, ну и карта итоговая, звезда перевернута. Немножко такая карта, где вы морально, звезда перевернута, не знаете, о чем уже мечтать. Вот, не можете сосредоточиться, может быть, на какой-то цели. То есть вы погружены в этот поток радости, люди, деньги в кайф, и вы немножко расслабились. Да, что там, что-то надо планировать. Давайте так, личное, духовное ваше состояние. Возврат того, что было. Все-таки очень много кубков. И то, что вы когда-то потеряли, вот какой-то вкус жизни, ощущение людей, с которыми вам были приятны. Это карта возврата того чего-то какого-то ностальгического. Вы его вернете себе. Окружение людей, может, они вам будут напоминать. То есть то, что вы хотели когда-то, вот оно пришло к вам сегодня. Ну, интересно. Нет негативных карт, в принципе, вообще. Ну, ностальгическая нотка, расслабление, радость жизни. Давайте про личную жизнь. Она может, конечно, сильно отличаться. Что вообще можно сказать про личную жизнь в этом периоде? Опа, пошел. А тут какой-то император, прям очень такой, может он старше, может он жесткий. Для одиноких это женщина, это прям такой, дядька с характером, с положением. Но он покровитель, но он требует послушания. Если вы в браке, это ваше такое вот какое-то жесткое такое, вот вы с друг другом, если у вас
вы женщина, это мужчина, это ваш мужчина будет так себя проявлять, как император. Вот он уже дожил, так он будет говорить вам, как вам жить, что-то может даже навязывать, но он покровитель в прямом положении. Если вы мужчина, это вы сами, то есть вы уже в состоянии, да, вы такой патриарх, всем управляете вашей личной жизнью и, говорится, все вас слушаются. Ну давайте так, что про бывших? Без интереса. То есть нет, ничего не будет происходить. Вы даже по этой карте препятствия, которые между вами были, может какие-то бывшие, они для вас не существуют, и никто вас, ну, по этой карте без развития. То есть не будут они, вот именно в личной жизни не появляется. Между вами нет никаких препятствий, но никто ничего не делает при этом. Ну и про будущих. А вдруг вам какое-то будущее? Ух ты. В общем, тут поток, я бы сказала, человек, который выбрал эту колоду, в потоке людей, которые его просто решают все ваши проблемы. То есть тут и помощники, и поддержка, и любовники, и все вас хотят, и всем вы нравитесь. А колесо фортуны, изменения, у вас какая-то новая будет личная жизнь, по крайней мере шанс, если кто-то сегодня недоволен императором или император недоволен. Колесо фортуны, в вашу личную жизнь ходит человек, который изменит вашу жизнь, причем в лучшую сторону. Это может быть человек подойти и отойти по колесу. Колесо фортуны немножко непостоянно, поэтому среди лучших карт Таро, да, Солнце, туз пентаклей, белая карта. Я его считаю последним. Ну, давайте так, и что можно, чем закончить этот расклад? Мир. Ну, супер расклад для тех, кто, может быть, ждет действительно мира, покоя. Для тех, кто старший аркан, также ваше распространение по миру. То есть у вас, вы в потоке, где вас узнает большое количество людей, много поездок, где вы встречаетесь со своими единомышленниками, наступление мира. Также может быть кому-то эмиграция, прям вот, ну эмиграция не вынуждена, а там, где вот вы выбираете. Причем, скорее всего, что вот по этой карте это будут поездки по миру, а не переезд. Ну, кто планирует, то есть счастливый. Вообще две карты последних. Ну, мир нейтрально, а колесо фортуны, то есть где-то в поездке с кем-то там встретитесь с интересными людьми. И кому-то это любовная история будет. Опять же, кто не удовлетворен своей личной жизнью. И это как будто без вашего участия происходит. Просто вы в потоке обожания. Вот таких два расклада, два варианта. Пишите, обращайтесь. С вами была Графина.